Всем привет, с вами Саня, вы на канале Польза.нет, и сегодня я представлю свой топ-10 планшетов, опять же, по моему мнению. Для начала, давайте разберемся, для чего вообще в 2022 году нужен планшет. Ведь диагональ современных смартфонов вплотную приближается к размеру в 7 дюймов, а именно 7-дюймовые планшеты были весьма популярны каких-то пару лет назад. Да и сейчас плюс-минус 1 дюйм есть уже телефоны, те же фолды. Первый вариант использования планшета, по-моему, это поглощение всевозможного медиаконтента. Дома на диване, в метро, в подъезде или на даче очень приятно посмотреть очередную серию любимого сериала, тем более, что современный интернет позволяет найти и посмотреть онлайн практически любой фильм или сериал. Или играть в стратегии. Так гораздо приятнее, чем на экране смартфона. Можно поползать по любимым форумам, почитать отзывы на планируемую покупку или посмотреть свежий ролик от любимого блогера, не так ли? Следующий сценарий использования планшета — это игры. Да-да, современная игровая индустрия затягивает как совсем маленьких пользователей, так и взрослых дядек. Анимация и графика у мобильных игр уже давно стали по качеству в один ряд с ПК-играми, а в некоторых тайтлах даже превзошли их. И прельщают планшеты своими играми не только графикой, ведь для топовой графики нужны серьезные затраты денежных средств на железо, а в основном мобильность этих развлечений. Вы можете начать игровую баталию буквально за несколько секунд, лишь устроившись поудобнее в кресле или в очереди на прием к стоматологу. И не надо для этого включать компьютер или телевизор с приставкой. Достаточно лишь разблокировать экран планшета и нажать на нужный ярлык на дисплее. И третий вариант использования планшета, который я вижу, это работа. Да-да, несмотря на то, что планшет изначально задумывался как устройство для развлечений, сегодняшние технологии позволяют с помощью планшета работать и довольно эффективно. И это касается не только планшетов с чехлом, клавиатурой для набора или редактирования текстов, хотя, к слову, к любым уже планшетам можно и клаву, и карандаши найти. В игру вступают стилусы, специальные электронные карандаши, которые заменяют художникам и карандаши, и кисти с красками, и много еще различных инструментов, и убивают необходимость покупать краски, бумагу, таскать с собой огромные мольберты и ходить вечно перепачканными разными цветами. Ладно, я чуть-чуть преувеличиваю, но в 2022 году все большую популярность приобретают цифровые рисунки, и сфер их применения очень много. Можно, конечно, использовать ноутбук и подключить к нему специальный графический планшет, а можно просто купить планшет со стилусом и все. Или ноутбук с сенсорным дисплеем, но стоить он будет эгегей йо-хо-хо сколько. Хотя дешевле, чем некоторые яблочные планшеты. Современные планшеты позволяют также редактировать и монтировать видео, но довольно разглагольствований. Приступим непосредственно к топу. Напомню для зрителей, что на каждый из планшетов на моем канале доступен отдельный полноценный обзор с примерами фото, видеосъемками, результатами тестов в играх и бенчмарках по ссылке в описании к данному видео. И, разумеется, самое ценное там — это комьюнити, то есть вы читаете комментарии под этим роликом и понимаете, стоит этот девайс своих денег или нет. Потому что важно, как люди используют. Мое мнение — это мое мнение, но у нас коллективный разум, и не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи, там больше 10 тысяч пользователей подобных гаджетов, и телеграм-канал скидок, нас там уже больше 66 тысяч. Допустим, сегодня я там еще дополнительно к скидкам, сегодня распродажа, рассказывал, как работает таможенный сбор до 1 октября, так что смотрим и слушаем. Погнали! Открывает сегодняшний топ совсем свежее устройство от Realme. Это Realme Pad Mini. Комплектная зарядка на 18 Вт не впечатляет, но спасибо, что она есть в комплекте. Экран размером 8,7 дюйма, и кроме iPad mini практически никто не выпускает планшеты в таком размере. Да, мы вспомним Яблоко, мы вспомним Lenovo, но все это стоит космических денег. Здесь это не так. И я не буду вспоминать про всякие Aldacube, хорошо? Потому что все-таки это бренд BBK, а не какой-то там Олда. Спасибо за мини-джек, не спасибо за отсутствие защитной пленки на экране. Компактный по размерам планшет весит 369 граммов, что довольно мало среди остальных обитателей данного топа. Металлический корпус отнесу к плюсам данного планшета. 2 стереодинамика дают звучание вполне неплохого качества. Слот позволяет установить карту памяти объемом, внимания до 1 терабайта, что не может не радовать. IPS-экран имеет разрешение 800 на 1340 пикселей, и это расстраивает, и короткие грани экрана больше по размерам, чем длинные. Возможно, это сделано для более удобного хвата планшета в горизонтальном положении, но вот так и мне это не особо нравится. Плотность пикселей супер скромная, 180 ppi, это прям за гранью, но вот так. Нет аналогов за эти деньги, нету. Распознавание лица срабатывает отлично в любой плоскости, даже под углом. Процессор Unisoc T616, максимально бюджетный графический процессор, с ним же Mali G57MP1. Я не знаю, где они его раздобыли, но, скорее всего, их бесплатно раздавали. Главное, работает. Интерфейс Realme UI
MIUI Air Edition на базе Android 11 версии. Напоминаю, что все, что я упоминаю по поводу версии, это сегодня актуально. Завтра, когда вы смотрите этот топ, вполне возможно уже Android 12, 13 версии на эти устройства прилетел. Просто сегодня вот так. Оперативки на выбор 3 или 4 гигабайта, внутренней памяти на выбор 32 или 64 гигабайта, типа UFS 2.1. Но мы помним, что можно запихать карту памяти, поэтому не особо это и важно. Есть поддержка двухдиапазонного Wi-Fi 5 серии, не 6, Bluetooth версии 5.0, не 5.3, как уже есть, совсем он не последний. А аккумулятор емкостью 6500 мАч показал в PC-марке время работы в 8 часов 30 минут на максимальной яркости. Неплохо, и напоминаю, что все устройства в PC-марке я тестирую на максимальной яркости с максимальной герцовкой, со 100% обычно, и он поедает PC-марк 80%, то есть еще 20% заряда остается, и значит вы можете каждый раз, когда я озвучиваю данный тест, прибавлять еще 20% автономности как минимум. Полностью аккумулятор заряжается родной зарядкой за 2 часа 40 минут, что совсем не быстро. Играть в тот же Genshin в средних настройках постоянно проскакивают фризы, удовольствие от игры вы вряд ли получите. Полный обзор с результатами тестов в бенчмарках и примеры съемки на камеры на каждый из планшетов этого топа, еще раз повторяюсь, вы можете посмотреть по ссылке в описании к видео, но все они практически ужасные. Также на канале много других устройств, включая множество топов различных устройств, от наушников, смартфонов, браслетов до различных часов и подобного. Подписывайтесь с колоколом и принимайте участие в конкурсах. 5 Mi Band 6 серии разыгрываются ежемесячно за лайк, подписку и комментарий к любому видео. 30 числа у нас стримы, в феврале, разумеется, 28-го. Камеры в данном планшете представлены одним модулем на 8 мегапикселей, видео он снимает максимум в 1080p 30 fps без какой-либо стабилизации. Фронталка представлена широкоугольным модулем на 5 мегапикселей, и этот модуль снимает видео с таким же печальным качеством, да при этом разрешение еще 720p. Минусы — это разъем USB Type-C версия 2.0, неудивительно в принципе, но вот так. Скидывать контент на планшет будет не быстро. Надо отдельно будет вставлять карточку памяти из планшета в компьютер, закидывать терабайт и забывать на месяца 3 про то, что вы что-то там накачали. Максимальной яркости на солнце лично мне не хватает. Частота обновления экрана всего 60 Гц, что мало в 2020 году. Вибромотора NFC модуля нет. Камеры в данном планшете только для видимости установлены. Даже на видеосвязи они не фонтан. Процессор не оптимизирован примерно ни под что и не будет никогда оптимизирован. Это хуже, чем МТК намного. Видите этот процессор, бегите, только если есть куда бежать. В этом случае с 10-го места бежать уже раз некуда, а два, еще раз повторяюсь, этот планшет, учитывая его стоимость, по мне уникален. Только поэтому он здесь, не потому что он супер крутой. Таких просто нет за эти деньги у топовых брендов. Посмотрите, сколько у Samsung такой стоит по размеру. 9-е место моего топа занимает Huawei MatePad 10,4 дюйма. Плюсами данного планшета являются поддержка карт памяти объемом до 512 гигабайт, ведь те же Xiaomi не всегда дают покупателям своих планшетов возможность расширения внутренней памяти с помощью карт памяти. Вспомним их Xiaomi Pad 5. Также есть версии планшетов с поддержкой SIM-карт у Huawei, что некоторых однозначно порадует, но стоимость у них эгегей насколько выше, обычно на процентов 30-40. 4 динамика со стереозвучанием со знаменитой Harman Kardon являются несомненным плюсом данного устройства. Оболочка хорошо оптимизирована для такого железа и стоимости. Тыльная часть планшета выполнена из алюминия, что повышает выживаемость его при падениях. Комплект включает в себя блок питания на 22,5 Вт, кабель для зарядки USB Type-C и документация. Размеры у планшета стандартные для такой диагонали экрана. Весит он 453 грамма, что немного. Дисплей размером, как вы догадались из названия планшета, в 10,4 дюйма выполнен по IPS-технологии. Разрешение здесь уже 2000 на 1200 пикселей. Плотность пикселей в 224 ppi. Пиковая яркость экрана всего 470 нит. На улице пользоваться планшетом не очень комфортно. Разблокировка экрана возможна только с помощью распознавания лица, ну или стандартными способами типа пин-кода или пароля. Процессор разработки Huawei Kirin 820, графика Mali G52. Не самое производительное решение, вообще у них уже довольно все печальненько и старенько. Оперативная память LPDDR4X размером 4 гигабайта является необходимым минимумом в 2022 году. Внутренней памяти в моем планшете было 64 гигабайта, но держим в уме, что ее можно расширить картой памяти, так что это не совсем критично. Плюс есть версии побольше и пожирнее. Wi-Fi 6 версии поддерживается, Bluetooth версии 5.1 не самый новый, вибромоторчик есть, но не настраиваемый, NFC модуля нет, но в недостатке я это записывать не буду, не вижу необходимости в планшеты его запихивать, сейчас во всяком случае. Есть поддержка родного стилуса Huawei Pencil, воспроизводящего 4096 степеней нажатия. GPS-модуль есть, поддерживается 4 типа навигационных систем и точность в городских условиях 4 метра довольно неплоха, хотя у того же Qualcomm 3 метра, у МТК 1, ну и думаем. Аккумулятор емкостью 7250 мАч
мАч, показал в PC-марке время работы почти 8 часов работы при максимальной яркости экрана. Очень неплохой результат. Полностью заряжается планшет за 1 час 58 минут, не очень быстро, но и немедленно. Подробно все результаты синтетических тестов и подробные обзоры можете посмотреть по ссылке в описании либо прикрепленном комментарии на этот планшет. Еще раз повторяюсь, обзор есть. Если кратко, то производительности в нем за глаза. Все 3D-марки, Antutu и подобное есть у меня на каждом планшете и по нескольку раз. Иногда я еще их гонял на стримах. Genshin Impact лучше играть в настройках чуть ниже средних, чтобы исключить лаги. Основная камера с тыльной части имеет разрешение 8 мегапикселей. Видео может снимать максимум в 1080p 30 fps. Ничего суперского от любого планшета в плане фото и видеосъемки ожидать не следует, кроме прошек от Яблока. Сделать флагманские фото возможности у них нет. Но о характеристиках камеры, качестве фото и видеосъемки я все равно буду говорить, так как это характеристики. Фотопланшет снимает в максимальном разрешении 3264 на 2448 пикселей. Фронтальная камера также имеет разрешение 8 мегапикселей и снимает максимум в 1080p 30 fps. Минусы: Huawei не наклеил защитную пленку, а жаль. Они как Lenovo это дело жалеют. $50, а у вас столько проблем бы не было. Блок питания очень скромной мощности и быстрая зарядка лишь на словах быстрая. Нет мини-джека, что раздражает, ведь на планшете, учитывая, что они убрали мини-джек, все равно не появляется влагозащита. Не экономится место, и по большому счету производители просто толкают покупателей к покупке беспроводных наушников, отучая их от проводных, что неправильно, как по мне, потому что все равно минимальная задержка сейчас на проводе. До сих пор нет ни одной модели беспроводных наушников с задержкой, сравнимой с проводным. Так что игроманы будут в проигрыше. Вам придется переходник покупать с Type-C на мини-джек и играть так, если вы в шутеры играете на профуровне. Частота обновления экрана всего 60 Гц. Кто бы мог подумать хотя бы 2 года назад, что я буду говорить, что это недостаток, правда? Оболочка EMUI 10 на базе Android 10 совсем устарела, как по мне. Нет Google сервисов, я отнесу этот фактор к недостаткам, но люди, покупающие технику Huawei, либо сознательно так делают, им не нужны Google сервисы, либо ведутся на уговоры ушлых продавцов, доказывающих, что простым пользователям сервисы не нужны, и в принципе вы легко сможете их установить. Это не так. Все, если даже у вас все получится, будет глючить. Я вам говорю, как человек, который ходил с Huawei P40 Pro довольно долго. Каждый раз какие-то танцы с бубном появлялись. А мне нужны гуглы. В целом планшет хорош, но вот так. На 8-м месте моего топа расположен Realme Pad X. Внешне планшет выглядит очень даже привлекательно, особенно в зеленой расцветке, которой у меня нет. Тыльная часть матовая с интересной песочной текстурой. Сборка, как и качество материалов, отличная. Есть магнитная область для стилуса. 4 стереодинамика с поддержкой Dolby Atmos на борту. Звучание хорошее. Слот в моей модели только под microSD и поддерживает планшет карты до 512 гигабайт, что, как по мне, маловато будет, но все равно неплохо. Не терабайт, правда. Планшет оснащен 11-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2000 на 1200 пикселей. Экран имеет сертификацию TÜV Rheinland с низким синим светом для защиты глаз. Да-да-да, в IPS тоже бывает вредное свечение, и не надо мне писать про то, что DC-димминг бывает только у AMOLED. Пиковая яркость 450 нит, в домашних условиях яркости более чем достаточно, на улице же использовать планшет не совсем удобно, особенно если на экран падает свет. Частота обновления экрана 60 Гц, разблокировать экран можно при помощи распознавания лица и стандартными способами. Распознавание лица срабатывает отлично даже под углом, как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Внести биометрические данные можно только одного лица. Есть разделение экрана, гибкие окна, двухэкранный режим на борту, что хорошо, и работает все без нареканий. Также планшет поддерживает стилус. Помимо стилуса к планшету можно докупить интеллектуальную клавиатуру, процессор Qualcomm Snapdragon 695, графический процессор Adreno 619, интерфейс Realme UI на базе Android 12 уже. Оперативной памяти на выбор имеется 4 или 6 гигабайт, внутренняя память по тесту не выше средней UFS 2.2 и на выбор 64 или 128 гигабайт. Имеется поддержка двухдиапазонного Wi-Fi, версия Bluetooth не указана. Проверять ее смысла нет, потому что разные программы разное показывают, а разбирать этот планшет я не собираюсь. Не ниже 5.0. Емкость аккумулятора 8340 мАч, функция обратной зарядки на борту. В PC-марке планшет выдал 21 час, а осталось еще 20%. Тест я проводил при 60 Гц, в этот раз на 50% яркости. Так что не сравниваем с другими устройствами. Заряжается он с 0 до сотки за 2 часа 24 минуты. В Genshin Impact на максимальных настройках графики играть можно, но изредка проскакивают фризы. Если говорить о комфорте, то лучше выставить средние настройки графики. Напоминаю, что сейчас я уже все устройства стараюсь на Твиче гонять в играх, в онлайне, на автономность. Да и в принципе, чтобы вы видели, лагает это дело или нет. Так что приходите, подписывайтесь и смотрите. Планшеты там тоже летают у меня. Яркость планшет не понижал, и нагрев был незначительный. В более легких играх планшет показал себя отлично. Основной блок камер с тыльной части состоит из одного модуля на 13 мегапикселей. Запись видео доступна в максимальном разрешении 1080p 30 fps. Стабилизации на борту нет. Фронтальный широкоугольный модуль на 8
мегапикселей с углом обзора в 105 градусов, максимальное разрешение для съемки видео 1080p при 30 FPS. Качество видеосъемки меня не порадовало, как и качество фотосъемки. Минусы: разъем USB Type-C версии 2.0, что печально, поддержка карт памяти только до 512 гигабайт, при том, что Realme в своих бюджетных смартах дают возможность устанавливать вообще до 2 терабайт карты. Для разблокировки можно внести данные только одного лица, камера, как по мне, только для вида, вибромоторчика нет, NFC отсутствует, как и GPS отсутствует. Мини-джека нет, как и, разумеется, нет ИК-порта. Но напоминаю, что все планшеты, представленные в топе, по мне, должны быть в топе. Значит, что я их выбрал из остальных планшетов, которые у меня были, которые я покупал, которые я выбирал для покупки, потому что после того, как я делаю обзоры, я обычно эту железку продаю. И если вы слышите о них какие-то недостатки, помните всегда, что я их выбрал, мне их получилось перепродать, я на них сделал обзор, и я считаю достойными их вашего внимания. Все они хороши по-своему. 7-е место моего топа занимает Lenovo Pad P11+, разумеется, китайская версия. Плюсами данного планшета являются хороший IPS-экран, от которого не болят глаза, процессор здесь, конечно, так себе, но цена приятна. Хороший комплект, впечатляющий даже переходником с Type-C на мини-джек. И далеко не худшая камера. Комплект состоит из планшета, кабеля Type-C, блока питания на 18 Вт. Плюс есть переходник на мини-джек, о котором я уже говорил ранее. Лоток под карту памяти максимальным объемом до 1 терабайта прорезинен, что хорошо. Весит планшет 531 грамм, не очень много для устройства с 11-дюймовым экраном. Разрешение экрана 1200 на 2000 пикселей, плотность пикселей 320 ppi. Пиковая яркость экрана 400 нит, не максимально, но в IPS-экранах тяжело выдавать большую. Разблокировать планшет можно с помощью распознавания лица и стандартными способами, паролем или пин-кодом. Разъем USB Type-C версии 3.1, что круто. Также в корпусе смонтированы 4 стереодинамика, и звук у них вполне неплох. Процессор Snapdragon 750G, графический процессор Adreno 619, оболочка ZUI версии 12.5 на базе Android 11. Пока у меня, когда он был, была такая версия. Оперативки установлено 6 гигабайт типа LPDDR4X, внутренней памяти у меня было 128 гигабайт типа UFS 2.1, даже не 2.2. Есть поддержка двухдиапазонного Wi-Fi, вибромоторчик есть, но не настраиваемый и довольно слабый. Bluetooth версии 5.1 не самый последний, но и не ужасен. Что есть, то есть. Также есть модуль GPS с точностью в городских условиях 3 метра, Qualcomm. Аккумулятор емкостью 7700 мАч в PC-марке выдал 7 часов 11 минут на максимальной яркости экрана, и заряжался он полностью целых 2 часа 4 минуты. В играх планшет грелся, но яркость экрана не понижал. Производительности вполне хватает на не очень тяжелые игры, а вот в Genshin Impact нужно ставить настройки чуть меньше средних, дабы минимализировать лаги и подвисания. Полные обзоры, еще раз повторяюсь, в описании, в закрепленном комментарии, там все тесты с циферками. Основной блок камер состоит из одного модуля и LED-вспышки. Камера на 13 мегапикселей может снимать видео максимум в 4К 30 FPS, фронталка на 8 мегапикселей может снимать видео максимум в 1080p и 30 FPS. К минусам отнесу отсутствие разъема под мини-джек, но переходник частично спасает положение. Максимальную яркость экрана в солнечную погоду вас не устроит. Частота обновления экрана 60 Гц маловато в 2022 году. Корпус собран не самым лучшим образом, присутствуют люфты, скрипы, и обновления на китайскую версию, перепрошитую на глобалку, не приходят. Их надо устанавливать либо с бубном, либо сейчас какой-то новый лайфхак придумали. Но вот когда я тестировал, было так. Ценник прямо очень приятный для такого железа, лично по мне. Вы можете, конечно, найти что-то лучше из брендов первого эшелона, но я сомневаюсь. 6-е место моего топа занял Oppo Pad. Плюсами данного планшета являются хороший и мощный процессор, который стабилен под нагрузками, экран с частотой обновления 120 Гц, отличная анимация и приличная снимающая камера. Как бы ни странно это звучало в описании планшета, тем более в моем ролике. Комплект стандартен для китайских производителей, есть и блок питания на 33 Вт, и кабель питания Type-C. Разумеется, есть ненужная макулатура в виде документации. Размеры у планшета традиционные для его диагонали дисплея. Весит он 507 граммов, 4 стереодинамика дают приличный по громкости и качеству звук. Дисплей выполнен по технологии IPS, имеет диагональ 11 дюймов с разрешением 2560 на 1600 пикселей. Плотность пикселей 276 ppi. Яркости экрана на солнце слегка не хватает, как и почти во всех IPS-ах. Плотность пикселей тоже так себе, даже для планшета. Чуть-чуть бы лучше была, было бы хорошо. Частота обновления может быть 60 Гц или 120. Биометрическая разблокировка представлена только распознаванием лица. Процессор Snapdragon 870 и графический процессор Adreno 650 позволяют играть на планшете во все игры почти на максималках. Даже такие тяжелые, как Genshin Impact. Оболочка ColorOS 12 на базе Android 11, не самая последняя версия. Оперативка LPDDR4X. На выбор есть варианты 6 и 8 гигабайт. Встроенной памяти может быть 128 или 256. Внимание, типа UFS 3.1. Вот она магия. Отсюда и скорости. Хорошие работы. И без лагов. Опа, молодцы. Есть поддержка Wi-Fi 6 версии, Bluetooth версии 5.1. В планшете реализована поддержка
поддержка Oppo Pencil, который космос сколько стоит, и также Bluetooth клавиатура от производителя, она тоже не дешевле. Аккумулятор имеет емкость 8360 мАч, и PC-марки показал время работы в 6 часов 14 минут на максимальной яркости экрана и 120 Гц. Родным адаптером питания планшет полностью заряжается за 1 час 22 минуты, что довольно быстро, как по мне. Камера представлена одним модулем с тыльной части на 13 мегапикселей, который позволяет писать видео в максимум, внимание, 4К 30 FPS и поддерживающий цифровую стабилизацию при 1080p и ниже. Фронталка на 8 мегапикселей позволяет общаться с собеседником в максимальном разрешении 1080p и 30 FPS. Качество на фото, так и на видео вполне приличное для планшета. Минусы: нет поддержки карт памяти и сим-карты, нет мини-джека, нет переходника на мини-джек, как в случае с Lenovo Pad 11 Plus. На дисплее нет защитной пленки, что тоже печально и непривычно. Хотя редко на планшеты, к слову, ее и клеют. Разъем USB Type-C версии 2.0, перекидывать фильмы по кабелю будет сравнительно долго. Опять же, лучше картой. Вибромоторов в планшете нет NFC модуля, что неудивительно, нет GPS модуля, что плохо. Яркости дисплея хотелось бы, разумеется, побольше. Вот такой вот вердикт, хотя мне Oppo с оболочкой прям очень нравится. На 5-е место моего топа попал Realme Pad. Это опять же семейство BBK. Корпорация старается захватить максимально большой процент потенциальных покупателей, выпуская устройство на любой вкус и цвет. Данный планшет рассчитан на максимально экономных покупателей, но это отнюдь не означает, что он глючит и лагает, как у планшета 2-3 эшелона. Комплект у планшета стандартный, блок питания на скромные 18 Вт есть, и это хорошо. Разъем под мини-джек оставили, но разместили его в очень странном месте в углу планшета. Многим это дело заходит, мне местами тоже, а местами странно все равно. Весит планшет 436 граммов, и размер у него довольно компактный для его дисплея. Тыльная часть и рамки планшета выполнены из алюминия, что отличает его от большинства бюджетных братьев, у которых в основном используется пластик. 4 стереодинамика дают довольно хорошее звучание, есть поддержка Dolby Atmos, есть поддержка карт памяти объемом до 1 терабайта, что радует. LCD-дисплей размером в 10,4 дюйма имеет разрешение 2000 на 1200 пикселей и плотность пикселей в 225 ppi. Ощущение такое, что BBK копируют сами себя, правда, местами. Распознавание с помощью лица работает без нареканий. Процессор MediaTek Helio G80 не лучший вариант с видеопроцессором Mali G52 AMC, но вот так они экономят, чтобы делать девайс дешевле. Используют Mediatek. Интерфейс Realme UI 4Pad в версии 1.0 на базе Android 11. Это адаптированная для планшета оболочка Realme UI, как я понял. Есть поддержка Wi-Fi 5 версии, что тоже не топ. Bluetooth тоже не самый свежий версии 5.0. GPS-модуль с поддержкой 4 навигационных систем показал точность в 1,3 метра, что очень неплохо, и это Mediatek, это вам не Qualcomm. Аккумулятор емкостью 7100 мАч показал в PC-марке время работы в 10 часов 34 минуты на максимальной яркости экрана, и это очень хороший результат. Полностью родной зарядкой планшет заряжается за 2 часа 40 минут, что не быстро. В играх показывает себя не самым лучшим образом. Результаты тестов и показатели в играх вы можете посмотреть в полноценном обзоре, еще раз повторяюсь, по ссылке в описании. В Genshin Impact получается играть без лагов лишь на самых минимальных настройках. Камера представлена основным модулем на 8 мегапикселей, фронталкой на 8 мегапикселей. Запись видео доступна максимум в 1080p 30 fps. Стабилизации никакой нет. Фронтальный модуль широкоугольный на 105 градусов, и видео пишет в том же разрешении, что и основной модуль. Минусы: нет защитной пленки, но на планшетах пленка — это редкость. Нет поддержки сим-карт, разъем USB Type-C версии 2.0 по моим тестам не радует это дело. Яркости в 360 нит на солнце вам будет однозначно не хватать. Частота обновления экрана 60 Гц, оперативки на выбор всего 3 или 4 гигабайта, что крайне мало, а встроенной памяти на выбор 32 или 64 гигабайта, и здесь барабанная дробь — основной минус типа eMMC. Да, это очень плохо. Нет вибромоторчика, нет NFC модуля, LED вспышки на борту нет, хотя бы один светодиод вспышки для подсветки чего-либо производитель бы мог установить, там 20 центов потратить. Производительности хватает для серфинга в интернете или для поглощения медиаконтента. В играх ощущается нехватка мощности процессора, притом во всем. Ну и единственное, почему он на 5-м месте, это ценник. Он ультра дешевый, этот планшет. На 4-м месте расположился Apple iPad mini 6 серии, маленький, компактный, производительный планшет от яблочной компании. Комплект не самый плохой, по крайней мере есть блок зарядки на 20 Вт и кабель для зарядки USB Type-C, USB Type-C, за что отдельное спасибо. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания, что довольно удобно, как по мне. Одна из сторон планшета имеет магнитную поверхность для крепления стилуса. Звук планшет выдает стерео довольно приличного качества. Дисплей на 8,3 дюйма выполнен по технологии IPS. Имеет разрешение 2260 на 1488 точек. Плотность пикселей 326 ppi. Яркость дисплея в 500 кандел на метр квадратный не максимальная. Есть поддержка Apple
Apple Pencil второго поколения. Экран можно разблокировать с помощью Touch ID, который срабатывает стабильно хорошо. Есть у экрана довольно приличный минус — это желейность. Она не во всех планшетах присутствует у Яблока и не во всех миниках. У меня она есть, меня она не раздражает. Планшет оснащен процессором A15 Bionic с 64-битной архитектурой. Операционка iPadOS 15 версии была на момент моего обзора. Внутренней памяти на выбор есть еще 64 и 256 гигабайт. Расширить картами памяти планшет нельзя, что неудивительно для Яблока. Есть поддержка Wi-Fi 6 версии. Виброотклик отличный, но не настраиваемый. Bluetooth версии 5.0. NFC модуля нет, GPS и eSIM есть только в версии с сим-картой. Причем можно использовать либо две eSIM, либо одну физическую, одну виртуальную сим-карту, что круто. Автономность у планшета средняя, не сказать, что топовая, но порядка 7 часов видео на максимальной яркости и максимальной громкости динамиков он выдает, и большинству этого должно хватить. Заряжается планшет наполовину за 41 минуту, что не очень быстро, но и недолго. С камерами у планшета не должно быть все так же хорошо, как у смартфонов, но все же упомянуть о них стоит. Не зря же их установил производитель, тем более за этот ценник. Основной модуль здесь на 12 мегапикселей широкоугольный. Видео планшет может снимать на основной модуль максимум в 4К 60 FPS. Есть цифровой зум, цифровая стабилизация, а также появилась вспышка. В целом ничего необычного. Фронталка на 12 мегапикселей может снимать видео максимум в 1080p 60 FPS, причем угол обзора у камеры целых 122 градуса, что очень удобно для съемки. С камерами все более-менее хорошо. Минусы есть, несомненно, как и в любом из моих обзоров. Я не скрываю их от вас. Довольно скромный функционал за такую цену. Звонить с планшета будут не все. Для просмотра фильмов планшета лично мне мало, как и большинству из вас. Ноутбук вам он точно заменить не сможет, тем более, что клавиатура под него стоит как среднестатистический планшет на андроиде. Нет мини-джек, нет ЭК-порта, но это же Apple. Производитель должен купить все необходимые аксессуары втридорога. Нет защиты от влаги и пыли, никаких защитных пленок, разумеется, нет. Беспроводной зарядки нет, частота обновления экрана всего 60 Гц. В запрещенном на территории приложении Insta не открывается на полный экран. Это прям эпичный фейл. На момент начала продаж ситуация была именно такая. В играх под нагрузкой планшет снижает яркость экрана уже через несколько минут. К слову, как и iPhone 13 Pro Max. Он у меня на руках, я играл в Genshin, пытался через Twitch его стримить. Он не смог это раз, а два сбросил яркость через 2 минуты. Причем снижение яркости происходит примерно на 20% как минимум у планшета. Частота обновления экрана маленькая, всего 60 Гц. Версия с сим-картой ощутимо дороже стоит. В современных реалиях середины 2022 года в Российской Федерации существуют проблемы с оплатой и последующим пользованием платными приложениями. Не у всех проходит оплата, и даже ранее оплаченные приложения отказываются работать в России. Так что если вы не являетесь специалистом по технике Apple и у вас дома нет экосистемы от этого производителя, я бы дважды подумал, прежде чем купить это устройство. Да и вообще бы не покупал, если у вас нет яблочного смартфона. Однозначно бесполезная штука для вас будет. И яблочного ноутбука тоже. Тройку лидеров сегодняшнего топа открывает Xiaomi Pad 5 Pro. Плюсами данного планшета являются отличное железо, включая производительный процессор Qualcomm Snapdragon 870, отличный дисплей и хорошая автономность для такого железа. Комплект отличается в зависимости от продавца. В моем случае в комплект входит блок питания на 67 Вт, переходник Type-C на мини-джек, кабель питания и бумажное руководство. Габариты у планшета с его диагональю экрана совсем небольшие, весит он 520 граммов. Рамки алюминиевые, что внушает некоторую уверенность. Кнопка включения имеет встроенный сканер отпечатка пальцев, и это очень хорошо. На корпусе есть также магнитная полоска для пера, через которую перо может заряжаться, и коннектор для клавиатуры. 8 динамиков с поддержкой Dolby Atmos дают шикарнейший звук. 11-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2560 на 1600 точек и плотностью пикселей в 276 ppi кажется скромным показателем. Пиковая яркость около 500 нит, довольно достаточная для просмотра контента на солнце. А вот частота обновления экрана 120 Гц откровенно радует глаз. Понятно, она не везде работает, но все-таки работает местами. Процессор Snapdragon 870 с видеопроцессором Adreno 650 позволяет без особых проблем играть во все игры, включая тяжелый Genshin Impact. Оболочка MIUI for Mi Pad на базе MIUI 12.5 на базе Android 11. Вполне возможно, 12 уже прилетел. Оперативка типа LPDDR5, на выбор есть версия на 6 и 8 гигабайт. Встроенной может быть 128 или 256 гигабайт типа UFS 3.1, и это круто, но расширить ее нельзя. Поддерживается Wi-Fi 6 версии, также в продаже есть планшет с поддержкой сим-карт, и он отличается не только наличием симки, но и другой основной камерой на 50 мегапикселей. У меня такого, к сожалению, нет. Вибра есть и нет опорная, Bluetooth модуль версии 5.2, GPS модуль есть, но показал он точность 6 метров, что печально. Аккумулятор имеет емкость 8600 мАч, и в PC-марке показал время работы в 7 часов 26 минут на максимальной яркости и 120 Гц экрана. Заряжается аккумулятор полностью за 75 минут, что хорошо для такой емкости аккумулятора. Основной блок камер с тыльной части корпуса состоит из двух модулей, основного на 13
мегапикселей, который пишет видео максимум в 4К 30 FPS, и модуль глубины на 5 мегапикселей. Поддерживается электронная стабилизация видео, фронталка на 8 мегапикселей, видео снимает максимум в 1080p 30 FPS. Минусы: нет международной версии, экран покрывается царапинами моментально, так что при покупке этого планшета я рекомендую сразу озаботиться покупкой защитного стекла или на крайний случай защитной пленки. В прошивке нет русского языка, нет поддержки карт памяти, нет NFC модуля, оригинальные аксессуары в свободном доступе найти на момент издания обзора тяжело, сейчас уже просто, и продается это дело везде. Ну и основной минус, разумеется, что у Mi Pad 5 Pro до сих пор нет глобалки и по сути не будет. Второе место моего топа я отдал Apple iPad Pro 2021 года. Начать хочу не с плюсов, как у всех остальных мест, а с минусов. Минусом является его цена, как на сам планшет, так и на оригинальные аксессуары. К слову, у меня есть он не только на 11 дюймов, но и на 12, но о нем я не рассказывал. И даже купив планшет, чехол с клавиатурой и перо, вы не сможете заменить этим комплектом ноутбук полностью. Это не считая цены комплекта, сравнимой с ценой вполне приличного ноутбука, притом игрового. Комплектация у Apple скромная до безобразия. Пользоваться техникой Apple в 2022 году в Российской Федерации все менее удобно в связи с санкциями. И при всех минусах, плюсов у планшетов лично для меня достаточно. Но при одном условии: у вас должна быть сумма, которая превышает этот планшет минимум в 2 раза, потому что нужно будет покупать по-любому еще и телефоны, часы, чтобы была экосистема, иначе смысла от него никакого. Все остальные недостатки практически нивелируются его возможностями. Комплект включает в себя планшет, блок питания USB Type-C на 20 Вт, кабель USB Type-C и наклейки с бумажками. Да, вы ощущаете, что они здесь даже блок питания положили. Размеры для планшета типичные, весит он 471 грамм. Целых 5 микрофонов на корпусе дают очень приличного качества звук при записи или разговорах. 4 стереодинамика очень хорошо звучат. Магнитная поверхность для подключения зарядки стилуса и контактная поверхность для клавиатуры расширяют возможности планшета. Заряжается планшет с помощью разъема Type-C, что очень радует. Давно пора было уйти от пропиаренного лайтнинга. Дисплей выполнен по технологии IPS, имеет экран диагональю 11 дюймов, разрешение 2388 на 1668 пикселей. Плотность пикселей равна 264 ppi, частота обновления экрана 120 Гц, радует глаз. Яркость заявлена до 600 нит, на солнце яркости хватает. Разблокировать экран кроме пароля можно при помощи Face ID, которая срабатывает хорошо. Планшет поддерживает Apple Pencil второго поколения, процессор топовый Apple M1, но он вам вряд ли понадобится всей его мощности, думаю, процентов 30 вы будете использовать, если вы не занимаетесь монтажом. Операционная система iPadOS 15 версии, оперативки на выбор может быть 8 гигабайт для моделей 128, 256 и 512 гигабайт встроенной памяти и 16 гигабайт оперативки для моделей на 1 и 2 терабайта встроенной памяти. Очень прям много. Есть поддержка Wi-Fi 6 версии, есть поддержка 4G сетей, бендов 7 и 20 в моделях с поддержкой сим-карт. Vibra есть хорошая, но не настраиваемая. Bluetooth версии 5.0 вообще не последняя, очень странно. GPS-модуль есть только в планшетах с поддержкой сим-карт. Аккумулятор заряжается полностью от родной зарядки за 2 часа 10 минут, не самый быстрый результат. Емкость аккумулятора Apple традиционно не раскрывает. Полноценный обзор с результатами и всеми тестами и примерами съемки можно посмотреть по ссылке в описании. Мощности процессора хватает для игры во все имеющиеся мобильные игры без подвисаний. Основной блок камер состоит из 2 модулей: ширик на 12 мегапикселей и сверхширик на 10 мегапикселей с углом обзора в 125 градусов. Есть и оптический и цифровой зум. Видео можно записывать максимум в 4К 60 FPS. Фронтальный модуль также сверхширокоугольный на 12 мегапикселей с углом обзора в 122 градуса. Снимать фронталка может максимум в 1080p и 60 FPS. Стабилизация есть и на фронталке, что очень прям хорошо. Минусы, кроме указанных в начале, это отсутствие мини-джека, огромная цена по сравнению с конкурентами, вес вместе с клавиатурой внушительный, камера снимает приемлемо для планшета, но хотелось бы еще лучше. При всех недостатках это один из самых удобных планшетов, которые я тестировал. Это планшет, которым я пользуюсь, поэтому было бы странно, если бы я его сюда не запихал. Согласны? То есть это мой выбор, прямо мой. Лидером сегодняшнего топа я поставил Xiaomi Pad 5, именно не проху. И вроде бы Xiaomi отказались от приставки Mi в названиях этих устройств, но мне все равно хочется добавить слово Mi к описанию. Привыкли за столько лет. Ну да ладно, перейдем к плюсам данного планшета. Дисплей с частотой обновления 120 Гц, стабильный и мощный, и при всем этом нет ротлищий процессор. И очень достойный ценник за все плюшки. Это я все говорю о первом месте топа Xiaomi Pad 5. Комплект хороший, включая блок питания на 33 Вт. Руководство пользователя на русском языке в глобальной версии планшета, безусловно, добавляют еще уверенности потенциальным покупателям. Размеры подобны размерам Pro версии планшета, а весит он 513 граммов, что немного для такой диагонали. 4 динамика дают довольно хороший звук с поддержкой Dolby Atmos. 2 микрофона позволяют вам общаться по видеосвязи без каких-либо проблем. Также на корпусе есть контакты для подключения клавиатуры и магнитная зарядка для
для стилуса. Дисплей размером 11 дюймов выполнен по технологии IPS, имеет разрешение 2560 на 1600 точек. Максимальная яркость 500 нит и плотность пикселей 276 ppi. Не максимальный результат, но все равно неплохо. Частота обновления экрана может быть установлена либо 60, либо 120 Гц. Разблокировка по лицу срабатывает без проблем. Также можно поставить стандартный пароль или пин-код. Планшет оснащен процессором Snapdragon 860 и видеосопроцессором Adreno 640 соответственно. Другого и быть не может у этого проца, он идет обвесом. Оболочка MIUI 12.5.1 на базе Android 11. Оперативка LPDDR4X объемом только 6 гигабайт. Внутренней памяти UFS 3.1. Это круто, 128 или 256 гигабайт. Планшет поддерживает Wi-Fi 5-го поколения, Bluetooth у планшета старенький 5-й версии, аккумулятор емкостью 8720 мАч. PC-Mark показал время работы в 6 часов 50 минут на максимальной яркости и 120 Гц. Заряжается полностью планшет за 1 час 25 минут, правда, от адаптера питания на 120 Вт. Из особенностей в данном планшете площадь охлаждения больше на 18%, чем в Pro-версии. Все результаты еще раз тестов вы можете посмотреть в обзоре. Блок камер планшета представлен всего одним модулем. На 13 мегапикселей видео может снимать максимум в 4К 30 FPS. Фронталка на 8 мегапикселей, видео она снимает максимум в 1080p 30 FPS. Минус: нет мини-джека, нет защиты от пыли и влаги, ИК-порта тоже нет автогерцовки экрана, нет поддержки карт памяти, нет NFC, нет GPS, нет вибромоторчика. Динамики, в отличие от версии Pro, не сдвоены, но фактически, покупая не Pro-версию планшета, вы получаете официальную поддержку, русский язык из коробки, обновления, для получения которых не нужно плясать с бубном, комплектное европейское зарядное устройство и лишь чуть более слабый процессор и звук чуть тише. Все, и получается, что наиболее выгодной, удобной и приятной во всех смыслах покупкой является обычная версия планшета Xiaomi, поэтому именно Xiaomi Pad 5 заслуживает первого места сегодняшнего топа. Но вне топа я размещу два планшета, которые являются довольно странными, описывать их не буду, обзор у меня есть на канале. Кратко скажу, что Vivo Pad — это копия оповского планшета, он очень крут, можно было бы также ставить его где-то на 5-4 место, он выглядит нереально классно, у него есть свои плюсы, огромный плюс — это ПО, огромный плюс — это хорошее железо, и на него стоит обратить внимание при выборе. И второй — это Lenovo Y700, я понимаю, что этот легион, который имеет чертову дюжину недостатков и не имеет глобальной версии, для вас будет довольно странным выбором, с одной стороны. С другой стороны, из всех планшетов в категории до 30 тысяч рублей вполне возможно именно он только вам подойдет, потому что он игровой, а игровой маленький планшет на его процессоре встречается редко. Да, он царапается на ура, да, у него ужасная камера, да, у него есть китайские какие-то штуковины, которые выползают постоянно из прошивки, и довольно сложно установить Google сервисы. Лично для меня, хотя для многих это дело всегда было одним кликом. Но вот мне не повезло. Поэтому смотрим на эти два еще планшета и в уме держим, что Lenovo я не советовал, но я понимаю, что очень многие его купят, потому что он игровой, четко игровой за эти деньги. А Vivo просто красивый. Поэтому подписывайтесь с колоколом. Все, кто оставил любой комментарий, огромное спасибо. Вы автоматически, напоминаю, участвуете в розыгрыше, но самое главное для меня, вы помогаете проекту. Напоминаю, что есть два интересных топа на канале, они не менялись для меня. Это топ телефонов до 25 тысяч рублей и свыше 25 тысяч рублей, это свежие. А так, топов, наверное, еще штук 80 есть, так что смотрим в плейлист топов и делаем выборы. Когда вы выберете что-то, вы всегда можете посмотреть отдельный обзор. Никогда я в топ не включаю то, что не обозревал, не пощупал руками, не купил, потом при необходимости не оставил, либо не перепродал. Следующий обзор будет на соневские пятые наушники. Девайсом всем, что в топе, однозначное да, кроме Lenovo. Подписывайтесь с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья.